Рада приветствовать всех на канале «Жизнь женщин». Давайте разберемся, почему мы боимся перемен, откуда появляется этот страх и как с ним бороться. Существует такое понятие, как неофобия – страх перемен. Чувство боязни перед будущим испытывают практически все. Только некоторые могут его успешно пережить и начать двигаться вперед, а другие застревают в нем и сами усложняют себе жизнь. Они словно замыкаются в своем мировоззрении, позволяют чувству тревожности и страху управлять собой. И в итоге, сами того не понимая, упускают возможности, которые подкидывает им судьба. Это касается любых сфер. Новая должность, переезд в другой город, изменение семейного статуса. Люди с неофобией могут годами ходить на работу, которую ненавидят, жить с нелюбимым человеком или поддерживать дружбу с токсичными людьми. Людей с повышенной тревожностью тяготят жизненные перемены, ведь время не стоит на месте. Технологический прогресс стремительно движется вперед, и человеку просто необходимо адаптироваться к новым переменам и меняться самому. Приходится учиться, в чем-то перестраиваться, менять свои привычки и образ жизни, иначе вы перестанете идти в ногу со временем. Даже Виктор Цой пел о том, что перемен требуют наши сердца и глаза, а в нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вен мы ждем, мы требуем перемен. Без перемен наша жизнь превращается в череду однообразных и скучных дней. Снова и снова проживать день сурка – удовольствие не из приятных, поэтому все мы понимаем, что перемены – это важная часть нашей жизни, благодаря которой мы развиваемся и двигаемся вперед. Одна часть нашей души мечтает, чтобы в жизни наступили перемены к лучшему, другая же боится неизвестности и не хочет менять привычный образ жизни. Не зря Аристотель утверждал, что люди – существа двойственные и противоречивые. Каждый из нас – уникальная и неповторимая личность со своим собственным набором характеристик и качеств, достоинств и недостатков, желаний и стремлений, сомнений и страхов. У каждого из нас есть собственная внутренняя мотивация, благодаря которой мы живем и выживаем в окружающем мире. Каждый из нас к чему-то стремится, о чем-то мечтает, о чем-то жалеет, хочет чего-то достичь. Но общая цель у всех одна – стремление к счастью и душевной гармонии. И каждый идет к этой цели своим собственным путем и понимает, что перемены в жизни – это неизбежность. Так почему же мы боимся перемен? Разберем самые типичные причины, которые свойственны многим людям. Первое. Нас пугает неопределенность. Мы день за днем монотонно проживаем свою жизнь, совершаем одни и те же действия, общаемся с теми же людьми, прокручиваем в голове одни и те же мысли. Наш мозг радуется такому положению вещей, ведь он экономит ресурсы, ему не нужно решать новые и нетипичные для него задачи. Иногда нам в голову закрадываются мысли, что было бы неплохо изменить свою жизнь в лучшую сторону, найти новую работу, переехать в другую страну, купить частный дом и так далее. Но эти мысли так и остаются мыслями, никаких действий мы не предпринимаем, ведь любые перемены в жизни предвещают неопределенность. А неопределенность тесно связана со стрессом. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам завтра. Нам проще оставаться там, где мы есть. Пусть и текущее положение вещей нас не совсем устраивает, лишь бы не столкнуться с неопределенностью. Чтобы не испытывать стресс и не подвергать свои нервы проверке на прочность, человек предпочитает отказаться от перемен. Второе. Мы не хотим выходить из зоны комфорта. Выбирая между синицей в руках и журавлем в небе, многие люди отдают предпочтение первому варианту. Не мудрено, ведь синица уже в руках, она реально существует, а журавля еще надо поймать. Он какое-то абстрактное существо, на которое пока только можно смотреть, и то, если поднять голову вверх. Выход из зоны комфорта требует определенных усилий, а та жизнь, которую вы проживаете, не вызывает никаких опасений. Все предельно ясно и просто.
Ну и что зарплата на работе маленькая, коллектив напоминает серпентарий, а начальник вызывает подчиненных к себе, чтобы выплеснуть на них свои негативные эмоции. Зато все идет стабильно и по плану. Ну и что муж постоянно обесценивает, критикует, создает любовные треугольники, а иногда и руку поднимает. Зато есть мужчина в доме, а в спину никто не шипит, что от такой стервы и святой мужик сбежит. Кому она теперь нужна, эта разведенка с прицепом? Мы устроены так, что предпочитаем сидеть в уже знакомом и хорошо изученном болоте, чем выходить на светлую и цветущую, но еще неизведанную поляну. Выход из зоны комфорта вызывает эмоциональное напряжение, поэтому мозг выбирает самый простой и наименее болезненный вариант – оставаться в зоне комфорта и радоваться синице в руках. И не важно, что эта синица уже давно не подает признаков жизни. Держаться за эту умершую синицу многие люди будут до тех пор, пока она не превратится в прах. Третье. Мы не желаем потерпеть неудачу. Внимание современного общества сфокусировано на успехе. Чем больше у тебя денег и материальных ценностей, тем больше уважения ты вызываешь у окружающих людей. Чем больше фото и видео ты выкладываешь в соцсети, тем более популярным и публичным человеком ты становишься. Чем больше подписчиков и лайков, тем слаще жизнь. Именно поэтому никто не хочет потерпеть неудачу и превратиться в лузера. Когда на жизненном горизонте возникают перемены, многие люди боятся принимать этот вызов и сталкиваться с ними, так как не знают, чем это закончится. Мы забываем, что провалы и ошибки – это часть нашей жизни. Без них мы не смогли бы получить бесценный опыт. Мы становимся сильнее и опытнее, у нас появляется жизненная мудрость. У каждого из нас есть и достоинства, и недостатки. И чем больше мы будем бояться неудач, тем чаще жизнь нам будет их посылать для испытания нашей человеческой натуры. Четвертое. Мы не хотим столкнуться с насмешками окружающих. Перемены требуют от нас твердого характера, хорошо развитой силы воли, активной жизненной позиции и стальных нервов. Далеко не у всех получается продемонстрировать эти качества. Многие начинают паниковать, устраивают истерики, жалуются на вселенскую несправедливость, ищут виновных, занимают позицию пассивной жертвы, возмущаются, страдают, впадают в отчаяние, испытывают апатию и безразличие. Окружающие не любят слабых. Простой закон эволюции гласит: побеждает сильнейший. Поэтому все мы стремимся к тому, чтобы заслужить отличную репутацию и обрести авторитет перед другими людьми. Перемены же могут сбросить нас с социального пьедестала и превратить в тех несчастных людей, с которыми никто не хочет иметь дело. Неудачников предпочитают обходить стороной, будто от них можно заразиться страшным вирусом. Когда вы перестанете переживать, как вы выглядите в глазах других людей, вы сможете обрести истинную свободу и перестанете бояться перемен. Пятое. Нас пугает потеря контроля. Контролируем ли мы свою жизнь на все 100%? Но ведь это просто невозможно. В своей книге «Есть, молиться, любить» писательница Элизабет Гилберт пишет, что мы, как циркачи, скачем по жизни и балансируем на спинах двух бегущих бок о бок лошадей. Одна нога у нас находится на крупе лошади под названием «Судьба», а другая нога на крупе лошади под названием «Свободная воля». Поведение первой лошади от нас не зависит. Поведение же второй лошади мы можем контролировать, замедлять ее или разгонять. Многих людей пугают перемены, так как они думают, что не смогут играть в собственной жизни главную роль. Быть второстепенным персонажем своей же жизни не самая радужная перспектива, поэтому мы не хотим, чтобы в нашем привычном мире хоть что-то менялось. Нужно научиться доверять судьбе, тому высшему сознанию, которое ведет нас сквозь житейские бури и наполняет истинной любовью. Если перемены пришли в вашу жизнь, то это неизбежность, с которой вам придется столкнуться, хотите вы этого или нет.
Шестое. Мы не хотим прилагать дополнительных усилий. У каждого из нас в голове есть идеализированная версия жизни. С раннего детства мы читаем книги, смотрим фильмы и сериалы, где у героев все складывается легко и просто, где, невзирая на все препятствия и преграды, все заканчивается хэппи-эндом. Но в реальной жизни не всегда так происходит. Нам то и дело приходится превозмогать себя, терпеть неудобства, испытывать дискомфорт и страдать, чтобы добиться желаемого и получить нужные нам результаты. Любая перемена в жизни заставляет взглянуть на установленный порядок с совершенно иной точки зрения. Чтобы перемены изменили жизнь в лучшую сторону и повысили уровень ее качества, необходимо много и упорно работать над собой и над своим отношением к жизни. Седьмое. Мы находимся под влиянием детских психологических травм. Если ребенок рос в семье, где эмоционально нестабильные родители боялись перемен и не знали, как на них правильно реагировать, то нет ничего удивительного в том, что во взрослой жизни он будет вести себя точно так же. Любая перемена будет вызывать у него негативную реакцию. Детские психотравмы влияют на нас намного больше, чем мы привыкли думать. Человек просто не понимает, почему в его жизни все складывается не самым лучшим образом. Он ищет причины на поверхности, но виноваты во всем давно забытые события из прошлого, которые когда-то его травмировали и нанесли вред психическому здоровью. Все непроработанные детские травмы сохраняются на подсознательном уровне и только усугубляют ситуацию. Человек постепенно погружается в пучину отчаяния и не может найти правильный выход из этого замкнутого круга. Восьмое. Мы не умеем фокусировать внимание на себе. Когда мы думаем о переменах в жизни, то у нас в голове сразу же возникает огромное количество самых разных вопросов. Что дальше будет? Чем все это закончится? Станет ли жизнь лучше? Повлияют ли перемены на уровень благополучия? Мы рассматриваем перемены как что-то отдельное от нас и неизбежное. Мы фокусируем все свое внимание на этих переменах, забывая о том, что фокус внимания необходимо переносить на себя. Все, чем мы владеем в этой жизни, это мы сами. Изменить окружающий мир мы не можем, избежать перемен нам вряд ли удастся, но мы можем сконцентрировать свое внимание на себе и разработать свой собственный план действий. Хотя человек предполагает, а Бог располагает, но чтобы выиграть в лотерею, нужно хотя бы купить лотерейный билет. Необходимо занять активную позицию и хорошенько подумать, что в данном случае можете сделать конкретно вы. Задайте себе ряд вопросов. Как я отношусь к переменам? Почему я испытываю страх при мысли о том, что моя жизнь поменяется? Как именно я могу повлиять на сложившуюся ситуацию? Что я могу сделать, чтобы не испытывать чувство повышенной тревожности? Перенесите фокус внимания на себя, и тогда намного проще будет пережить перемены и быстрее адаптироваться к ним. Девятое. Мы не знаем, чего хотим на самом деле. Чем четче и яснее сформулирована цель, тем проще ее достичь. Если у 100 человек спросить, чего они хотят, только 20 из них смогут дать ясный и понятный ответ. Остальные же будут произносить какие-то фразы из интернета, цитировать родителей, родственников, друзей или известных личностей, переводить разговор в другое русло. Человек, у которого нет желаний и целей в жизни, плывет по течению, пытается поставить на паузу течение жизни и остановить личностную эволюцию. А целеустремленные и взявшие определенный жизненный курс люди используют перемены себе во благо. Они умеют пользоваться теми возможностями, которые им преподносит жизнь, и не ждут идеального момента для изменения жизни в лучшую сторону, так как знают, что такой момент может и не наступить никогда. Десятое. Мы не хотим расширять свой кругозор. Перемены всегда несут в себе что-то новое и еще неизведанное.
Нам же настолько хорошо в уже существующем мирке, что менять что-то и выходить за пределы собственного кругозора совсем не хочется. Мы не желаем мириться с тем, что жизнь не стоит на месте, и делаем все возможное, чтобы перемены в жизни никогда не наступили. Перемены помогают нам двигаться вперед и становиться лучшей версией самих себя, поэтому бояться их не имеет никакого смысла. Чем больше новых знаний мы будем приобретать, тем проще нам будет адаптироваться к новым условиям существования. Надеюсь, тема понравилась вам. Поделитесь своим мнением в комментариях. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!